Здравствуйте все! На канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня продолжаю тему пасхальных прихваток. Известно, что у прихваток не только функциональное назначение, они служат и как украшение на кухне, добавляя праздничного настроения и, конечно, в качестве подарка не будут лишними. Сегодня печем куличики. Я покажу вам два варианта, которые будут принципиально отличаться друг от друга. Использовать буду вот эти ткани. Сначала кулич нарисуем на бумаге. Я скажу вам свои размеры. Вот по высоте 21,5, в широкой части 17,5 и в самой узкой части в основании 13 сантиметров. У вас могут быть свои размеры. Я вырезала шаблон, он мне пригодится не один раз. Вырезала из однотонной ткани полную деталь, и я на ней расчертила равномерные линии. Такого же размера я вырезала деталь из ненужной ткани, утеплитель такого же размера. У меня это слимтекс, он тонкий, я положила очень тонкий слой синтепона для пухлости. И вместо наполнителя можно взять драп, ватин, фланель или байку. В общем, выбор не маленький. По прочерченным линиям я сделаю стежку, тем самым соединяя все детали. Я простегала. Строчки придают декоративности. А на бумажном шаблоне дорисовываем кулич. Вот такие фестоны. Можно вырезать с этого шаблона, но я сделала отдельную выкройку. Это будет верхняя часть кулича. Вырезать я буду вот из этой ткани. Это хлопковый трикотаж. К основной детали я ее пришила швом зигзаг. Приготовила вот такую тесьму для петельки. Я ее приколола таким образом. Теперь я накладываю лицом к лицу нижнюю деталь, выкроенную из фланели. И сострачиваю по периметру, оставляю незашитым небольшой участок в нижней части. Это будет отверстие для выворачивания. Прихватка готова. Отверстие для выворачивания зашила вручную. Так она выглядит с нижней стороны. И по такому же методу я сшила еще одну прихватку. Она получилась наряднее. И для второго варианта я приготовила основную деталь так же, как и в первом случае. А вот верхняя деталь у меня состоит из двух слоев ткани и очень тонкого слоя синтепона. Хотя можно обойтись и без него. Я делаю насечки в уголочках фестонов. Так, только не разрезать шов. И здесь можно тоже сделать небольшие насечки, хотя припуск здесь очень маленький. Можно и не делать. И теперь я аккуратненько эти фестоны выворачиваю. Ну вот я заутюжила. Выглядывающий синтепон я срежу. Прикладываю к основной детали. Накладываю лицом к лицу нижнюю деталь. Скалываю. И, как и первую деталь, сострачиваю по периметру, не забыв оставить внизу отверстие. Вот, девочки, я прошила. Прошить-то я прошила, а про петельку я забыла. Но мы это сейчас исправим. В это отверстие вставлю петельку петлей вовнутрь. Вот таким образом. Ну и все, сейчас застрочу. Прошила, вывернула, зашила отверстие, и прихватка готова. Предполагается, что она
удобнее, но это дело вкуса. Здесь внутрь можно использовать какую-то ненужную ткань. И по времени она шьется не дольше, чем вот эта прихватка. И вот такие 3 прихватки у меня сегодня получились. В предыдущем видео я показывала, как шить вот такие прихватки. Кто не видел, я оставлю ссылку в описании под видео. И у меня сохранились еще вот такие прихватки по форме, напоминающие яйцо, то есть это тоже пасхальные прихватки. Шила я их в технике Crazy Quilt, и на них я тоже оставлю ссылку в описании под видео. Если сегодняшнее видео вам понравилось, и если оно хоть немного оказалось вам полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах. И пишите комментарии. А я поздравляю вас с Благовещением и наступающим праздником Светлой Пасхи. Желаю вам доброго здоровья и хороших новостей.